Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать на своем канале. И давайте сегодня мы с вами сделаем общий расклад на тему его тайные желания и чувства. У нас будет 3 позиции: первая, вторая, третья. Тайм-код будет в описании под видео. Итак, загадывайте своего человека, выбирайте позицию и давайте будем смотреть. Начнем с первой. Так, двоечек, троечек пока мы подвинем. Так, каковы же у человека тайные желания и чувства, конечно же, относительно вас? Итак, что же он показывает, какие чувства он вам демонстрирует, какие чувства он вам показывает? Чувства показывает. Он показывает то, что он вас ценит. Он показывает то, что он в вас влюблен. Но посмотрите, мечевый король, здесь он достаточно строгий влюбленный, да, здесь он и дает вам понять, что вы ему дороги, но он дает вам также понять, что он не теряет голову от этой любви, а держит ситуацию под контролем. То есть он руководствуется в первую очередь разумом, а не теряет голову от чувств, несмотря на то, что он вас ценит. И он дает вам понять, что он вас ценит, и он готов быть романтичным, но здесь, знаете, человек, каким бы романтичным он ни был, он всегда видит границы, он всегда умеет держать свои чувства под контролем, он всегда умеет здраво рассудить, сколько этих чувств и эмоций нужно проявить, и когда их нужно проявить, а когда нужно быть строгим. Что же он чувствует на самом деле по отношению к вам? Вы знаете, но здесь вообще идет карта императрицы. Императрица — это карта либо законной супруги, либо же, если человек не женат, то эта карта символизирует то, что вы для него единственное неповторимое. Здесь вообще 3 старших аркана идут. Они говорят о том, что его чувства на самом деле очень важны. Да, он чувствует себя таким, знаете, вот самостоятельным, самодостаточным. Карта маг вообще карта одиночки. И порой он не то что чувствует себя одиноко, а он старается, знаете, вот здесь откуда ноги растут, вот от этого мечевого короля, он старается держать ситуацию под контролем. Но тем не менее, он действительно считает вас императрицей очень достойной, очень любимой, очень такой, знаете, вот женщиной, которая сочетает в себе вот именно все такие самые-самые, что ни на есть, женские положительные качества, которые мужчины вот именно в женщинах и ценят. Плюс, смотрите, здесь вы его просто раззадориваете. И почему ему приходится думать головой, держать голову на плечах? Потому что если он не будет контролировать свои эмоции, он просто эту голову потеряет. Потому что карта колесницы – это азарт. И да, ему нужно вот в порыве этих азартов держать голову на плечах, иначе его унесет туда, куда, я не знаю, куда и не снилось. А каковы вот тайные желания в отношении вас? Тайные желания. Любовь. Вы знаете, все-таки он хотел бы поддаться чувствам, но он, скорее всего, не знает, как это сделать. Он и хотел бы этой слабости, он хотел бы эмоциональной зависимости, но такое чувство, что он боится сам себе позволить этого. А почему? Давайте посмотрим. Здесь хочет любви, здесь хочет, знаете, такой любви, потому что осторожничает. Судя по всему, когда-то его обманывали. И именно потому, что его когда-то обманывали, ему приходится теперь держать свои чувства под контролем. Возможно, смотрите, он здесь считает, что у него может быть соперник. Возможно, также вы здесь не свободны, да, потому что все-таки императрица выходит. И, конечно, он бы хотел той любви, от которой действительно можно терять голову, но при определенных обстоятельствах, при определенных условиях он просто вынужден держать голову на плечах и ситуацию под контролем. Потому что был уже когда-то обман, и обмана он боится. И, знаете, да, у кого-то здесь даже тайные отношения отыграются. И вот здесь вот эта мужская фигура, да, фигура соперницы, она, конечно же, является причиной того, что человек не позволяет чувствам взять верх над собой.
Не дает он им волю. А в каких чувствах к вам он боится признаться даже самому себе? Давайте посмотрим. В каких чувствах разрушение? За что-то на вас он обижается. И знаете, он борется, он очень борется со своими чувствами. Он понимает, что вы его кармический урок. Да, действительно, ему приходится держать ситуацию под контролем. И на самом деле, вот этот король мечей и башню очень часто может отыгрываться как обида. Здесь человек может на вас обижаться. Давайте посмотрим, за что обижается. Но если соперники, здесь понятно, за что обижается. Королева кубков, семья. Но если у кого-то есть семья, да, то из-за семьи он обижается. Из-за того, что действительно здесь при всех чувствах, при всех эмоциях, здесь не получается быть вместе в том формате, в котором хотелось бы, потому что здесь у кого-то из вас, судя по всему, есть семья. Да, по-другому не могу никак вот это расценить. Здесь, судя по всему, вот именно та ситуация, когда кто-то семейный и есть соперник. Так что, единички, с вами вот такая ситуация. Дальше, смотрите, идем к двоечкам. Так, его тайные желания и чувства. Давайте посмотрим, что показывает вам человек. Какие чувства он вам показывает, какие демонстрирует. Опять треугольники. Вы знаете, скорее всего, вы тайная женщина, скорее всего, вы та, кого он пока не готов назвать супругой. Здесь, скорее всего, у вас вот именно любовные отношения, либо отношения романтического характера, либо вы в статусе любовницы. Но он вам доверяет как другу. Да, вы являетесь дамой его сердца, он в вас влюблен, между вами есть какая-то связь таинственная, да, между вами есть притяжение, вы как будто бы невидимыми какими-то силами связаны. Но при этом здесь отношения ваши базируются на его доверии к вам. Несмотря на то, что вы, ну, либо тайная, либо та, которую он пока не готов супругой назвать, он вам доверяет. А что же чувствует на самом деле? Это то, что показывает. А чувствует, вы знаете, а ему с вами очень хорошо. Ему с вами очень хорошо, но, вы знаете, здесь либо вы на расстоянии, не всегда вместе, и он по вам очень сильно скучает. Скорее скучает. Да, не могу сказать, что он устал от отношений, потому что четверка кубков – это карта грусти, тоски. Если вы рядышком, то он заскучал рядом с вами. Если на расстоянии, здесь, судя по всему, не всегда вам удается быть вместе. Именно поэтому в такие моменты, когда не вместе, он грустит, потому что он здесь чувствует вот именно единение с вами, он видит в вас родственную душу. Чувства очень искренние, вот знаете, вот как детские, как будто у маленького ребенка, как будто маленький ребенок, вот такой наивный, открытый, который лукавить не умеет. Он действительно вам доверяет, он это и показывает, и на самом деле так и есть, он вам доверяет. А какие же тайные желания у человека? Так, очень интересные моменты. Здесь, скорее всего, хочется прояснить какую-то ситуацию, которая связана с кубковой королевой. И ему бы хотелось, чтобы до вас определенного рода информация не дошла. Да. И вы знаете, если вот здесь человек, если вы в роли любовницы, если человек не свободен, я не могу сказать, что он любит свою спутницу. Я не могу сказать, что он любит свою супругу. И при этом ему хотелось бы прояснить некоторые моменты с вами, да, то есть объяснить, почему он действует так, а не иначе. Судя по всему, у него есть обязательства вот перед этой другой женщиной. А в каких чувствах он боится признаться самому себе? Так.
Смотрите, но здесь он понимает то, что благодаря вам он как будто бы уходит от проблем. Он забывается просто. Но, вы знаете, для него очень важен статус, вот если особенно женатый человек, для него важен его статус семьянина. Но он понимает, что вы в его жизни не случайно, вы как его кармический урок, вы какая-то проработка, отработка, да, вы та женщина, которая должна его чему-то научить. Вы его очень заводите, несмотря на то, что чувства здесь искренние, вы его очень заводите, маните, притягиваете, но от тех чувств, когда вы просто его, знаете, вот плените, он отгораживается, он старается, вот знаете, вот как-то отстраняться, потому что он понимает, ну здесь, скорее всего, вот эти именно обязательства, да, именно то состояние, когда не готов, либо не может он назвать вас супругой, они ему мешают, вот именно дать волю вот этим эмоциям, вот этой энергии, которая буквально сносит ему голову. Но вы его надежда, вы его просто вот путеводная звезда. Вы тот человек, который его выводит из состояния тьмы, потому что, повторюсь, судя по всему, человек женатый, не свободный, и чувств к своей супружнице, да, к своей спутнице, он не испытывает. Вы его мотиватор, вы его вдохновитель, вы его путеводная звездочка, которая ему помогает пробираться, ну, что такое, сквозь тьму. Благодарю двоечек за просмотр. Давайте посмотрим третью позицию. Так. Его тайные желания и чувства. Давайте посмотрим, что проявляет, что демонстрирует, какие чувства показывает вам человек. Старается быть холодным, сопротивляется, очень похожая на первую позицию, кажется. Да, показывает то, что он обижен. Вот весь такой холодный, неприступный. Старается быть, вот знаете, снежная королева, а он снежный король. Старается показать, что он умеет совладать со своими чувствами. При этом он показывает вам переживания, либо же даже обиду на вас, да, либо же какое-то такое состояние, когда он вами очень недоволен. Да. А что же он чувствует на самом деле? Что он чувствует на самом деле по отношению к вам? Что он чувствует по отношению к вам на самом деле? Вы знаете, а он с удовольствием работал бы над отношениями, но вот тут случилась вот эта обида. Вы знаете, он нисколько не лукавит. Он нисколько не лукавит, он на вас очень обижен, либо сердит, и так и есть на самом деле. Причем, вы знаете, такое ощущение, что он готов был, вот в настоящий момент он уходит просто вот в какие-то дела с головой, он просто погружается в какую-то рутину. Но до тех пор, пока не был он обижен на вас, он готов был просто, вот вы знаете, работать день и ночь над вашими отношениями, как-то стараться. Судя по всему, что-то такое вы сделали, и его своим поступком либо словами просто обидели. И он, собственно, то, что чувствует, то и проявляет. Он абсолютно нисколько не лукавит, не манипулирует. Здесь действительно у него боль. Здесь действительно у него просто вот именно разрушение идет, которое ему доставляет переживания, страдания. А какие у него тайные желания? Что же он хочет? Чего он хочет у троечек? В первую очередь он хочет разобраться в себе. И какое-то время он просто, вот знаете, хочет, чтобы его не трогали. Но в идеале-то император, в идеале-то он хочет быть хозяином положения. И он хочет, чтобы вы его позицию приняли. Здесь нужен, конечно же, диалог. По двойке мечей здесь, знаете, человек хочет разобраться и понять, как дальше действовать. Возможно, за этим последует диалог, но даже если диалога не будет, ему важно, чтобы была актуальна та позиция, которую принимает он. Карта император, приди ко мне на поклон. Я решу, как действовать, я ничего делать не буду, а ты приди ко мне, и тогда я проявлю себя как настоящий император. Тайна чего еще хочет?
Тайное желание. Чувств хочет, конечно. Вы знаете, здесь, конечно, идут вот эти вот ошибки прошлого, да, которые как багаж. Но ему хотелось бы их оставить позади, ему хочется чувств. Да, здесь есть обида, здесь есть боль, есть переживания, но человеку хочется примирения, человеку хочется выхода на новый уровень. Для чего? Что ты хочешь? Здесь он хочет, чтобы вы какое-то решение сделали. Вам нужно от чего-то отказаться и прийти к нему с хорошей новостью, сказать: я приняла решение, я отказалась от того-то, того-то, того-то для того, чтобы императором был ты, для того, чтобы ты был главным, потому что я принимаю тебя, я признаю тебя, ты самый главный. А в каких чувствах он боится признаться самому себе? В каких чувствах он боится признаться? Шестерка кубков, он очень много живет воспоминаниями. Либо же вы ему кого-то из прошлого напоминаете, да, это какой-то близкий человек, который ему дорог, он вас как бы сравнивает, да, вы ему напоминаете того человека. Плюс, смотрите, если пауза долгая, да, если вот эта вот ссора затянулась, то он прям вот живет воспоминаниями. Он вспоминает, он тешит себя тем, как же все было хорошо, когда было то-то, то-то и то-то, когда еще не было вот этой обиды, не было вот этой ссоры, вот этих вот поступков. И вы знаете, вы его как будто бы мотивируете, да, разжигаете вот те моменты, когда вы становились его, знаете, таким катализатором для дальнейшего движения. Благодаря вам он мог двигаться дальше. И благодаря вам он был целостным. Но вы знаете, я не могу сказать, что здесь человек не является сейчас самодостаточным. Девятка пентаклей — это, в принципе, карта самодостаточности в любом проявлении, да, в любом положении. Да, он переживает, и он, смотрите, почему он боится признаться самому себе, потому что ему хочется все-таки восстановления отношений. Он может без вас, он может один. Девятка пентаклей — это карта вот действительно самодостаточности, да, но ему настолько дороги вот эти воспоминания, которые связаны с вами, то, что он, да, он готов себя позиционировать как обиженный, да, мужчина, и готов обижаться только для того, чтобы с вами помириться, только для того, чтобы вы пришли к нему с той новостью, что да, я приняла решение, я от чего-то отказалась, и ты будь моим императором. Вот такой у вас хитрый, но он не хитрый, нет, здесь он не хитрый, здесь на самом деле человек просто старается, знаете, вот как на войне все средства хороши. Он бы и смог без вас, да, ему больно, он сможет без вас, но он не хочет без вас, понимаете, он хочет примирения, он сможет без вас легко, но он этого не хочет. Итак, благодарю всех за просмотр. Буду рада, благодарна вашей обратной связи. До встречи в новых видео.